Итак, в предыдущей части мастер-класса мы связали тело. Сейчас будем вязать голову. Начнем с ушек. Кольцо амигуруми. Закрепляющая петля. 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Первый ряд 6 прибавок. Первая, вторая. Руки кремом намазала, скользкие. Третья, четвертая, пятая, шестая. Маркер. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Прибавка. Вторая. Столбик без накида. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. Шестая. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая. 1, 2, 3. Пятая. 1, 2, 3. Шестая. Так, у нас получается в работе 30 столбиков без накида. Сейчас мы провяжем самостоятельно 6 рядов без изменений. По 30 столбиков без накида. Так, провязала я 6 рядов. Вяжем дальше.
убавка, 13 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, убавка и 13 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следующий ряд вяжем убавка, двенадцать столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавка. 12 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Следующий ряд убавка, 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, убавка, 11 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последний ряд вяжем убавка, 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Складываем пополам, провязываем за обе стенки ушко, столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Складываем еще раз пополам. И опять за обе стеночки провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительная петля.
Смотрите, я отрезаю короткую ниточку, потому что ушки я буду ввязывать. Но когда ввязываешь ушки, приходится немножко заморачиваться. Тут будет ряд с прибавочками только спереди. Оно все, в принципе, легко высчитывается, но если вы не хотите заморачиваться, ушки можно, в принципе, пришить. Вот у зайки ввязанные ушки, да? Вот у зайки пришиты ушки. Ну, то есть разницы, в принципе, никакой. Я буду ввязывать, покажу вам, как я ввяжу их. Вот, но если вы хотите пришить, просто оставляйте ниточку подлиннее для того, чтобы пришить. Так, ушки готовы. Приступаем к голове. Так. Кольцо амигуруми. 6 столбиков без накида в него. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. 6 прибавок первый ряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Маркер ставим. Первый ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая. Столбик без накида. Шестая. Так, дальше. Следующий ряд. 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Раз, 2. Первая. Раз, 2. Вторая. Раз, 2. Третья. Раз, 2. Четвертая. Раз, 2. Пятая. Раз, 2. Шестая. Следующий ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, 2, 3. Первая прибавка. Раз, 2, 3. Вторая. Раз, 2, 3. Третья. Раз, 2, 3. Четвертая. Раз, 2, 3.
5. Раз, два, три. 6. Так, следующий ряд. 2 столбика без накида. Раз, два, прибавка. 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз. Раз, два, три, 4. Первая прибавка. Раз, два, три, 4. Вторая. Раз, два, три, 4. Третья. Раз, два, три, 4. Четвертая прибавка. Раз, два, три, 4. Пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. Следующий ряд вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка. 2 уже провязали, еще 4 раза. 4 прибавки до конца ряда. 5 столбиков, прибавка. 4 раза еще. Так, провязали ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. Следующий ряд вяжем 3 столбика без накида. 3. Прибавка. Дальше 6 столбиков без накида, прибавка, 5 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Первая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вторая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Третья. Раз, два, три, 4, 5, 6. Четвертая прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пятая прибавка. И до конца ряда 3 столбика без накида. Раз, два, три. Так, в следующем ряду я буду ввязывать ушки. По поводу ушек еще что хотела сказать. Так.
Ушки мы вязали последний ряд прибавок. В начале у нас был 3 столбика, 1 прибавка, 6 раз. Но вы можете их сделать больше, можете провязать еще ряд. Можете также сделать их длиннее, видите. Ушки связаны одинаково, но здесь, когда мы начинаем после 6 рядов без изменений вязать убавки, вот в этом ушке между убавками я провязываю ряд без изменений. То есть убавка 13 столбиков, убавка 13 столбиков, потом ряд без изменений, потом убавка 12 столбиков, ряд без изменений и так далее. Дальше ушки можно, если вы их не ввязываете, пришить абсолютно в любом месте. Видите, здесь ниже, ну здесь ввязаны. Можно также пришить. Можно пришить ушки вот так, серединки головы пришить. Можно сделать их побольше, как у зайки в салатовом платьице, и пришить их в серединке. Тоже смотрится очень классно. У меня просто в магазине зайка с такими ушками. Показать, к сожалению, сейчас не могу. Но вот так тоже смотрится классно. Особенно, когда какой-то головной убор с объемный, например, там с цветами или с бантом. Так что смотрите, как вам больше нравится, экспериментируйте. Итак, вяжем следующий ряд. Я ввязываю ушки. Кто не ввязывает ушки, просто провязывает ряд 7 столбиков, прибавка 6 раз. Ушки я буду ввязывать в 5 столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ввязала ушко. 2 столбика без накида. Это у нас получилось 7 столбиков. Прибавка. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Опять 7 столбиков без накида, прибавка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Берем второе ушко. Ввязываем его также в 5 столбиков. Раз, два, три, 4 и 5. Дальше 2 столбика без накида, прибавка. Видите, я равномерно ввязала ушки. У нас раппорт 7 столбиков, прибавка, то есть часть от раппорта, где первое ушко с этой стороны, с лицевой, с лица получается, и часть раппорта, где второе ушко сзади головы будет. Поэтому ушки получаются равномерно вязаны.
И довязываем еще раз. 2 раза 7 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Ой, 8 столбиков без накида, прибавка 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавка. Первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятая прибавка. И 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Следующий ряд вяжем 9 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка 2. И еще 4 раза. 9 столбиков без накида, 1 прибавка. Так, довязала я ряд до конца. 9 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. Дальше провяжем самостоятельно 6 рядов без изменений по 66 столбиков без накида. Так, провязала я 6 рядов. Вот у меня закончился 6-й ряд по 66 столбиков без накида. Сейчас для тех, кто ушки не ввязывал, а собирается пришивать, ничего в принципе сложного нет.
Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз, и потом до конца ряда 36 столбиков без накида. Для тех, кто ушки ввязывал, как я, нам что нужно сделать? У нас сейчас будет участок с прибавками. 4 столбика, 1 прибавка 6 раз. Нам нужно по отношению к ушкам рассчитать так, чтобы первая и последняя прибавка, первая и шестая прибавки были симметрично ушкам. То есть мы откидываем первые 4 столбика без накида, убираем. И у нас, получается, будет с вами, нам надо выделить центральные петельки, чтобы провязать, сейчас я скажу там сколько, 26 петель, 26 петель, начиная с прибавки, первой прибавка, потом 4 столбика прибавка 5 раз. И вот центральные 26 петелечек нам нужно выделить, чтобы равномерно, параллельно ушкам шли эти прибавки. Для тех, кто, повторяюсь, не ввязывает ушки, а пришивает, просто с конца ряда начинаем вязать, просто отмечаем маркерами, что вот здесь прибавочки были, и в ряд вот в этот с прибавками мы будем потом вставлять глазки. 4 столбика прибавка 6 раз, и до конца ряда 36 столбиков. Я вот у себя выделила центральные 26 петелек. Сейчас я довяжу вот конец ряда. До первой прибавки у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У вас это может быть больше, меньше столбиков. Ориентируемся только на ушки. Вот параллельно ушкам центральные 26 петелек. Маркеры я буду оставлять. Вяжем прибавка. Четыре столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Это вторая уже. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Третья. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка четвертая. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка пятая. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И вот последняя мной выделенная петелька, это шестая прибавка. Прибавка. И дальше вяжем, сколько там у вас осталось до конца ряда. Всего в работе должно получиться 72 столбика без накида. Довязывайте этот ряд до конца. И потом вяжите еще 6 рядов без изменений по 72 столбика без накида. Так, провязала я 6 рядов по 72 столбика без накида. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка за передние стенки.
Дальше вяжем 10 столбиков без накида, убавка 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пятая убавка. И до конца ряда 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Следующий ряд вяжем 9 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первая убавка. Еще 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шестая убавка. Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавка. Дальше 8 столбиков без накида, убавка 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая убавка. Еще 4 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятая убавка. 4 столбика без накида до конца ряда. 2, 3, 4. Следующий ряд вяжем 7 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка 1. Еще 5 раз провяжем также 7 столбиков, 1 убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шестая убавка. Так, на этом этапе будем вставлять глазки. Вот у меня маркеры. Ряд, где мы делали прибавки. Смотрим наши ушки. Так, ушки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Между глазками можно делать 10, 12. Чуть поменьше сделаю.
12, да? Расстояние. Вот у меня будет 12 столбиков. Сейчас вставлю глазки чуть-чуть спицей дырочки. Закручиваем. Глазки 12 миллиметров. Так, сейчас я их зафиксирую. Маркеры можно уже достать. Для тех, кто не ввязывал ушки, ввязал сначала рядом, мы ввязывали ушки, маркеры оставили. И примерно посерединке и ставим. А для тех, кто не ввязывал ушки, вязал сначала ряд, где было 4 столбика, 1 прибавка, 6 раз и 36 столбиков. Вот вы берете этот ряд, в этом ряду вставляются глазки, где прибавки эти, и на месте, где были прибавки, там уже распределяете, смотрите, тоже 10-12 столбиков между глазками, где-то посерединке этих прибавок примерно вставляете глазки. Смотрите, можете ближе, можете дальше. Они получаются разные мордочки. Вот дальше глазки посажены, ближе глазки посажены, такие, как вам больше нравится. Тут уже смотрите сами. Все, сейчас я зафиксирую, набью голову и вернусь. Зафиксировала глазки, слегка набила голову. Еще свяжем последний ряд, 24 убавки. Раз, два, 3 убавка. 4 убавка. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. До конца ряда делаем 24 убавки. Так, сделала я 24 убавки. Соединительный. Делаем столбик, отрезаем ниточку подлиннее, ей будем пришивать голову к телу. Вытягиваем, затягиваем. Сейчас нам надо хорошенечко набить всю голову и будем делать утяжки. Так, голову я набила. Теперь будем делать утяжки. Я делаю утяжки в холофайбер. У меня холофайбер хороший, он не сминается. И игрушки, которым уже по несколько лет, утяжки никуда не убегают. Если вы вдруг боитесь, что ваши утяжки куда-то убегут, сделайте утяжку тогда носика на данном этапе. А потом, когда пришьете голову к телу, вот в этом месте сможете сделать утяжки глазок. Я же делаю прямо в холофайбер. Так, нитка от того же цвета, с которого она вязала.
Вводим иголку. Выводим сбоку глаза. Так, сейчас я зацеплюсь. Так, наверное, с этого угла начнем. Здесь проще. Вот. Стараемся максимально близко к глазику это делать. И здесь уже вставится. Обратно в холофайбер вывожу. Снизу. Убрать. Стараюсь максимально завести под глазик, что заводится. Просто очень хорошо фиксирую. Отрезаем ниточку и завязываем. На несколько узелочков. Так. Я ее сразу отрезаю. Со вторым глазиком то же самое. Максимально близко к глазику. С этой стороны тоже. Отрезаем. Смотрим, чтобы одинаково было. Затягиваем. Тоже на несколько узелочков отрезаем. Дальше продолжаем с глазами. Опять выводим близко к глазику. И уже вот, убежала ниточка с иголки. Так. И уже внутреннюю сторону глазика также выводим файбер. Отрезаем. И затягиваем. Несколько узелков завязываем. Со второй стороны делаем то же самое. Максимально близко к глазу. Смотрите, холофайбер вылазит немножко, мы ниточку просто хоп, назад затягиваем, и он затягивается вместе с ней. Второй глазик точно так же. Возвращаемся. Отрезаем. И затягиваем, чтобы глазки были, смотрим,
одинаковые. Тоже несколько узелочков. Завязываем. Так. Вот. Дальше. Носик. Носик мы утягиваем вот на линии, на нижней линии глазок. Здесь мы вводим во второй ряд иголку и смотрим вот. Раз, два, три, четыре, раз, два, там 5 получается. Можно посерединке петельки сделать. Проводим. Раз. Два. И выводим. Так. Нет, что-то я немножко... Подождите. Не так. Вот. Получается, с изнанки иголку вводим, чтобы у нас внутри ниточка была. Да, чтобы вылазил. Холофайбер. Все, и потом, где у нас было, вот, вводим так. И выводим в холофайбер. Вот. Затягиваем. Затягиваем, формируя щечки. Не сильно. Тоже завязываем. Дальше мы пришиваем наши ушки. Кто ввязывал раз, два, три, к третьему, четвертому ряду. Опять же вводим снизу в холофайбер, выводим в голову, хвостик оставляем и пришиваем ушки. Вот так. Несколько раз проходимся. Так. Второй. Сюда. Угу. Второе ушко. Точно так же проходимся пару раз. Вот. Хорошенечко затягиваем. Угу. Что можно чуть-чуть подальше петельку захватить. Вот. И получается возвращаемся в холофайбер. Вот. Ушки пришили. Так. Отрезаем. Тут затягивать ничего не надо.
просто завязываем узелок. Все. Ушки никуда не денутся. Дальше берем белую ниточку. Так. Взяли белую. Тут уже тоже затягивать ничего не надо будет. Просто так. Под телефоном это вообще неудобно делать. Надо максимально близко к глазику. Ну нет, не там. Ну, еще. Так. Делаем белочки. Сбоку, потом снизу. И тут можно, не отрывая, сразу во второй глазик. Так, тут немножко подтянем. Вот. И с этой стороны уже уходим вниз. Так. Отрезаем. Чуть-чуть можно подтянуть, чтобы ниточка хорошо села. И завязываем. Узелки. Дальше берем черную нитку. Так. И также будем делать стрелочки. Вы смотрите уже там повыше, пониже хотите. Можете вообще этим зайчиком приклеить реснички, вот как я клею большим плюшевым игрушкам накладные. Тоже фантазируйте. Так, точно так же. Выходим. Оп. Стрелочка. Раз. Так. Чуть-чуть подтянем. Файбер вылез. И точно так же в этом же ряду стрелочка 2 у нас будет, но сейчас нам надо определить наши бровки. Так. 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 Чуть-чуть пониже. Хочу пониже. Угу. Так. Тут у нас получается... Угу. Побольше чуть-чуть, да? 3 ряда. Раз, два, три. Я отступила. Раз, два, три. Вот. Бровки пометили. Это последнюю стрелочку, когда заводим.
Заводим бровки. Так. Угу. И когда получается такая ситуация, вот стрелочка не хочет ложиться в ямочку, я просто чуть-чуть клеем фиксирую, клей момент водостойкий. Я потом зафиксирую чуть-чуть капельку. Он держится на убой. Можно стирать, мыть, что я им обычно соединяю нитки, когда вяжу одежду, чтобы узелков не было. И вот приклеиваю аккуратненько. И просто углубление не хочет ложиться. Ниточка-то ровненькая, а лишних стежков каких-то делать не хочется. Поэтому на клей чуть-чуть. Так, и выводим на вторую бровку. Так, отсюда достаем. И синтепон. Так. Вот такой красавчик получается. И осталось сейчас носик. Носик я делаю. Сейчас, пока у меня просто остался еще моточек, есть из акрила. По-моему, я не знаю, что это за акрил, лизе или что. Вот такой. Ну, можно тоже из полухлопка, из джинса сделать. Я так и буду делать, когда вот этот клубок у меня закончится. Хотя он, наверное, не скоро это сделает. Так, сейчас я за кадром вставлю ниточку. Неудобно ее вставлять. Так, ниточка в 2 сложения. Также заводим. Это как делали утяжку в этом месте. Сюда. Раз. В ту же дырочку выводим. Где там она потерялась? Угу. 2. И выводим на носик. Ну, тут уже на носик можете. Можете по желанию треугольником его сделать. Как хотите. Можете наклеить пластмассовый носик. Ну, мне больше нравится. Все, носик вышили. Иголку назад. В холофайбер. Сейчас я подтяну. Вот. Щечки можно поправить. Так, это отрежем. Завяжем. Так, этому зайке щечки я делать не хочу. Но я думаю, ему надо оттенить немного ушки. Сейчас я вам покажу, чем я это делаю. У меня есть вот такие кисточки. Это я у ребенка сперла. Он у меня в художественную школу ходит. Я у него их сперла. Вот так. И у меня есть вот такая пастель. Я сама немножко рисую. Так. И чуть-чуть темным, наверное, цветом
Я вот так вот мазюкаю. Беру кисточку. Главное смотреть, чтобы пальцы не были вымазаны, а то пятна остаются на игрушке. И кисточкой вот так вот аккуратненько. Тут уже под камеру не очень удобно. Оттеняю ушки. Эта пастель никуда не девается, ее можно будет смыть, если какой-то косячок, влажной салфеточкой, но только если сразу. Потом ее фиг отмоешь. Чуть-чуть. Можно растушевывать. Такой получился зайка. Оттенили ему ушки. Я не знаю, возможно, можно использовать тенник для глаз, например, там, если щечки розовые, какие-то румяшки. Я не пробовала, у меня есть пастель, может, кто-то пробовал, и девочки в комментариях поделятся, кто. Тоже немножко рисует на игрушках. Я просто начинала вязать с кукол, и на куклах, на лицах не надо было оттенять. И вот я пришла к пастели, к сухой. Вот. Так, теперь будем соединять тело с нашей головой. У нас ряд головы закончен 24 петлями, и тело тоже 24 петлями. Я сажу на спицу. Под камеру я пришивать не буду, потому что это вообще неудобно. Но смысл вы поняли. Там 24 и там 24. В каждую петельку делаем стежок, пришиваем. Покажу вам немножко. Смотрите, на голове я вставляю иголку снаружи, вывожу в каждую петельку, а на теле изнутри. Тут, конечно, надо подзаморочиться с пришиванием головы. Но мне больше нравится, когда голова пришита, потому что получается шея. Более так красиво игрушка смотрится. Вот у этого, например, зайца голова довязана до конца полностью, 6 убавок, закрыта и просто пришита к телу. Вот. Ну так, ну тоже пойдет, но больше все-таки нравится, когда вот так вот красивенько и аккуратненько. Есть небольшая шея, и одежка смотрится лучше на таком зайке. Вот, пришиваем. Ну что, вот, пришила я голову. Вот такой пупс у нас получился. Сладкий. Смотрите, когда пришиваете, если чувствуете, что надо шею чуть-чуть набить, добавляйте холофайбер. Вот. Ушки ярковатые получилось. Сейчас я салфеточкой влажной чуть уберу яркость. А так, такой милый зайка. Осталось его нам одеть. Будем в третьей части вязать ему комбезик. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой мастер-класс был понятный. Если что, пишите вопросы в комментариях. Если что-то непонятно, я на них отвечу. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Буду благодарна, если вы
в Инстаграм, когда будете выставлять свои работы, будете отмечать меня. Я есть в Инстаграм. Инстаграм называется так же, как и канал, Стася Тойс. Всем пока!